Привет, привет! Если вы очень голодные, то не смотрите это видео. Выключайте. Сегодня мы с вами поговорим о фруктах, овощах и ягодах. Мы не просто будем учить слова списками, мы будем практиковать их в упражнениях, тестах, квизах. Кроме того, мы обсудим произношение новых слов. А еще я расскажу вам о том, какие блюда мы готовим из фруктов и овощей. У нас сегодня намечается, значит будет, планируется очень активный и интересный урок. Прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам о том, что я подготовила для вас бесплатный, но очень полезный PDF-документ с материалами из сегодняшнего видео. Для того, чтобы получить этот PDF-документ, заполняйте короткую форму ниже, ссылка в описании под этим видео. Когда вы заполните форму, я также отправлю вам все PDF из прошлых видео. Потрясающе, не так ли? Кроме того, у меня отличные новости. Если вы хотите изучать современные русские слова и фразы, которые используют носители языка в 2025 году, то я приглашаю вас на мой Patreon. Вы можете изучать современную лексику через тексты и тут же практиковать ее в упражнениях. Кроме того, вас ждут потрясающие аудио с новыми словами и даже красивые карточки для быстрого запоминания слов. Все ссылки я оставлю в описании под этим видео, чтобы вы могли ознакомиться. А мы начинаем! Я очень счастлива вернуться на YouTube. У меня столько энергии, у меня столько идей для видео. По секрету вам скажу, я уже написала 10 идей для новых видео. Поэтому нас ждет интересный 2025 год. Ну что, начнем с овощей? Обсудим 10 овощей и сделаем тест. Проверим наши знания. Прежде чем мы начнем, подготовьте ручки, тетради, планшеты, компьютеры, чтобы сделать тест правильно и подготовиться к тесту. Ну что, начинаем. Первый овощ – картофель. Картофель. Картофель или иногда мы говорим картошка. Картошка. Следующий овощ – морковь. Морковь. Будьте очень внимательны. В конце слова морковь у нас буква В с мягким знаком. Но очень часто в конце слов буква В оглушается и произносится как Ф. Морковь. Ф мягкая, как фея, похожа по звуку. Морковь. Морковь. Следующий овощ – лук. Лук. Мой самый нелюбимый. Я не знаю, почему я терпеть не могу лук. Лук. Очень просто. Чеснок. Чеснок. Следующий. Капуста. Капуста. Цветная капуста. Цветная капуста. Брокколи. 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 Огурец. Самый популярный овощ, наверное. Огурец. Будьте внимательны, мы произносим первую букву О как А, потому что буква О не под ударением, на ней нет ударения. Огурец. Огурец. Помидор.
помидор. Помидор или томат. Томат. Часто мои студенты предпочитают слово томат. Говорят, что так легче. Томат. Тоже обратите внимание, что мы произносим вторую букву О в слове томат как А, потому что эта буква не стоит под ударением. Нет ударения. Томат. И последний овощ – свекла. Свекла. Но очень часто носители языка совершают ошибку и произносят это слово как свекла. Это разговорный вариант свекла. Свекла. Но правильно свекла. Хочу поделиться лайфхаком. Если у вас в слове есть буква Ё, значит ударение падает на букву Ё. Свекла. А теперь давайте попрактикуемся. Я подготовила для вас небольшой тест с новыми словами. Что вы видите на картинке? Варианты ответов. А. Огурец. Б. Лук. В. Морковь. Вы можете поставить видео на паузу и подумать. Правильный ответ – морковь. Морковь. Следующий вопрос. Что вы видите на картинке? Варианты ответов. А. Брокколи. Б. Цветная капуста. В. Помидор или томат. Поставьте видео на паузу. Я тоже сделаю небольшую паузу. Правильный ответ – цветная капуста. Цветная капуста. Следующий вопрос. Что это? Посмотрите на картинку. А. Чеснок. Б. Лук. В. Свекла. Правильный ответ – это лук. Лук. Следующая картинка. Что это? А. Картофель или картошка. Б. Брокколи. Брокколи. В. Чеснок. Чеснок. Правильный вариант ответа – это чеснок. Чеснок. Сколько у вас было правильных ответов? Пишите в комментариях. Кабачок. Кабачок. Баклажан. Баклажан. Тыква. Очень осенний продукт, осенний овощ. Тыква. Перец. Перец. Или мы называем это болгарский перец. Болгарский перец. Шпинат. 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 Сельдерей. Сельдерей. Длинное слово. Сельдерей. Горох. Горох. Фасоль. Фасоль. Батат. Батат. Редис. Редис. Готовы к тесту? Давайте проверим знания. Первый вопрос. Посмотрите на картинку и скажите, что это. Варианты ответов. А. Баклажан. Б. Батат. В. Тыква. Вы можете поставить видео на паузу, либо, если вы уже ответили, правильный ответ – баклажан. Баклажан. Что это? Варианты ответов. А. Горох. Б. Фасоль. В. Шпинат. Правильный ответ
Это фасоль. Что это? Варианты ответов. А. Редис. Редис. Б. Перец или болгарский перец. В. Сельдерей. Сельдерей. Правильный ответ – сельдерей. Сельдерей очень полезный. Что это? Варианты ответов. А. Баклажан. Баклажан. Б. Фасоль. Фасоль. И В. Кабачок. Кабачок. Правильный вариант ответа – это кабачок. Кабачок. А теперь мы переходим к фруктам. Сразу захотелось какой-нибудь фрукт. Мы также сначала обсудим 10 фруктов и сделаем небольшой тест. Поехали! Яблоко. Яблоко. Я думаю, многие из вас знают этот фрукт. Груша. Груша. Апельсин. Апельсин. Мандарин. Мандарин. Когда я говорю об этом фрукте, о мандарине, я сразу представляю Рождество или Новый год. Вот как работает мозг. Следующее – лимон. Лимон. Банан. Банан. Киви. Легко запомнить, как и банан. Киви. Киви. Виноград. Виноград. Будьте внимательны. В слове виноград мы произносим букву О как А. Почему? Правильно, потому что она не стоит под ударением. Виноград. Персик. 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 И абрикос. Абрикос. А теперь давайте попрактикуемся. Посмотрите на картинку и скажите, что ест девочка. Варианты ответов. А. Девочка ест абрикос. Б. Девочка ест яблоко. В. Девочка ест киви. Вы можете поставить видео на паузу, или, если вы знаете ответ, мы продолжаем. Правильный вариант ответа В. Девочка ест киви. Следующий вопрос. Что ест мальчик? Что ест мальчик? Варианты ответов. А. Мальчик ест грушу. Мальчик ест грушу. Б. Мальчик ест банан. И В. Мальчик ест персик. Правильный вариант ответа – мальчик ест банан. Следующий вопрос. Что вы видите на тарелке? Варианты ответов. А. Я вижу абрикос и банан. Б. Я вижу киви и виноград. В. Я вижу грушу и лимон. Правильный ответ – я вижу киви и виноград. Что вы видите на столе? Посмотрите на картинку. А. Я вижу виноград и персик на столе. Б. Я вижу киви и апельсин на столе. И В. Я вижу мандарин и лимон на столе. Правильный вариант ответа – я вижу виноград и персик на столе. Следующая группа фруктов и ягод. Слива, слива, черешня, 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 арбуз, арбуз, дыня,
дыня, гранат, гранат, ананас, ананас. Много раз мы произносим букву А. Ананас, ананас. Манго, манго. Папайя, папайя. Кокос, кокос. Готовы к тесту? Поехали! Смотрите на картинку. Что лежит в корзине? Варианты ответов. А. В корзине лежит вишня. Б. В корзине лежит гранат. В. В корзине лежит дыня. Вы можете поставить видео на паузу. Правильный вариант ответа: в корзине лежит дыня. Посмотрите на картинку. Что есть у девочки? Варианты ответов. А. У девочки есть гранат. Б. У девочки есть кокос. И В. У девочки есть манго. Правильный вариант ответа: у девочки есть кокос. Следующий вопрос. Соедините картинки с названиями фруктов. А. Ананас. Б. Арбуз. В. Черешня. И Г. Кокос. Давайте обсудим правильный вариант. Правильные варианты. 1. Картинка 1. Это В. Черешня. Картинка 2. Б. Арбуз. Картинка 3. Г. Кокос. И картинка 4. А. Ананас. Следующее задание. Какие фрукты любит Света? Привет, меня зовут Света. Я люблю... Так. Правильный вариант ответа. Привет, меня зовут Света. Я люблю манго, арбуз и ананас. Следующая группа фруктов и ягод. Авокадо. Авокадо. Да, это фрукт. Хурма. Хурма. Инжир. Инжир. Черника. Черника. Маракуйя. Маракуйя. Красная смородина. Красная смородина. Черная смородина. Черная смородина. Малина. Малина. Земляника. Земляника. Клубника. Клубника. А теперь практика. Соедините слова с картинками. Картинки и слова. А. Малина. Б. Земляника. В. Черника. И Г. Клубника. Можете поставить видео на паузу. Давайте проверять. Картинка 1. Это В. Черника. Картинка 2. Это Г. Клубника. Картинка 3. Это А. Малина. И картинка 4. Это Б. Земляника. Следующий вопрос. Что у девочки в корзине? Посмотрите на картинку. Варианты ответов. А. У девочки в корзине малина. Б. У девочки в корзине хурма. В. У девочки в корзине черника. И Г. У девочки в корзине авокадо. Правильный вариант ответа: у девочки в корзине хурма. Следующее задание. Что любит Максим? Посмотрите на предложение. Меня зовут Максим. Я люблю... Правильный ответ:
Меня зовут Максим. Я люблю землянику, инжир и хурму. Теперь давайте посмотрим, какие же блюда русские готовят из фруктов и овощей. И еще поговорим про напитки. Первое блюдо – это винегрет. Винегрет. Винегрет – это салат из свеклы, вареного картофеля, соленых огурцов, горошка, как правило, консервированного горошка и квашеной капусты. Это очень вкусно. Например, в Финляндии есть такой же салат, называется росолли. Очень вкусный. Следующее блюдо, следующий салат, я думаю, многие из вас знают, это салат оливье. У меня, кстати, даже есть видео с рецептом этого салата. Оставлю ссылку в описании под этим видео. Следующее блюдо – это суп щи. Этот суп обычно готовится из капусты, либо квашеной капусты, либо свежей капусты. Туда также входит вареная морковь, лук и картофель. Следующее блюдо – это фаршированные перцы. Фаршированные перцы. Это перцы, начиненные рисом и фаршем. Мы обычно варим их в воде со сметаной. Кто-то готовит их в специальном соусе. Зависит от человека, но это очень вкусно. Что же мы готовим из фруктов и ягод? Давайте начнем с напитков. Первый напиток – это компот. Компот – это напиток из вареных фруктов и ягод с сахаром. Очень вкусно, его можно готовить и пить круглый год. Следующий напиток – кисель. Кисель. Я его терпеть не могу, потому что, когда я ходила в садик, там я очень часто пила кисель, и мне кажется, я его перепила. Это значит, что я выпила его очень много. Кисель – это десертный напиток из фруктового сока, обычно с добавлением крахмала, то есть он очень густой по консистенции. Я его не очень люблю, наверное, из-за того, что я его перепила в детстве. Выпила слишком много. Что же мы готовим из фруктов? Это пастила. Пастила – это традиционный десерт из яблок и других фруктов, сушеных с сахаром. Я добавлю картинку, я обожаю пастилу, очень вкусно. Также можно найти натуральную пастилу без сахара, без добавления сахара. Конечно же, мы также готовим пироги с яблоками или пироги с фруктами. Мы готовим шарлотку с яблоками. Обожаю шарлотку. Сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные видео. Кроме того, я напоминаю вам о том, что вы можете получить бесплатный, но очень полезный PDF-документ с материалами из сегодняшнего видео. Всю информацию вы найдете по ссылке в описании под этим видео. Если вы хотите видеться чаще, подписывайтесь на мой Инстаграм. Я буду очень рада видеть вас там. На сегодня это все. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, а мы с вами увидимся уже на следующей неделе. Пока-пока, увидимся!